Моя любимая собака не спеша бежала ко мне, прыгнула своими скользкими лапами мне на грудь и облизывалась, требуя полизушку. И вот мы с ней вошли в лес, который радует нас мухоморами. Мухоморы на каждом шагу, значит, где-то должны быть белые. А пока вот, друзья, такой маховичочек, который мы не берем, перезрел. Да, друзья, очень короток грибной сезон на Селигере, и погода стоит отличная, и практически конец августа, самое время, когда должны пойти грибы. Но, друзья, дождей нет, и прогнозы неутешительны, передают засуху. А пока вот такой вот великолепный белый радует нас. Смотрите, друзья, какой красавец. Ножка червивая, но остальное мы возьмем. Вот он, сбор грибов на Селигере. Это не удовольствие, это необходимость, потому что нужно заготовиться к зиме. Нужно приготовить грибы мороженые, белые, грибы сушеные. А вот тут выскочили лисички-сестрички. Их обязательно берем. Они необходимы для того, чтобы замариновать с маховичками и с лисичками. Получаются отличные маринованные грибы в баночках. Откроешь такую вот баночку зимой, когда метет вьюга за окном, трещат селигерские морозы, лопается лед на Селигере, и слышны по ночам звуки, которые раздаются гулким эхом. А ты сидишь, в печке потрескивают дрова, собака лежит у печки, лижет лапы, в ожидании того, как ты покушаешь и дашь ей кашку, а ты с наслаждением кушаешь круглую картошку, заедая маринованными лисичками. Друзья, что может быть лучше? Что может быть лучше вот этого зимнего вечера с воспоминаниями о лете, когда ты вот так вот сидел и срезал эти лисички, да, друзья? Вот такая вот полянка из желтых лисичек. Какие они красивые и полезные. Не зря их ценят не только на Руси, но и на ближайшем и дальнем зарубежье, потому что этот гриб очень полезен. Его экспортируют, и он занимает одно из первых мест как лечебный гриб от рака. Вот такое великолепие. Вы знаете все прекрасно, что лисички редко бывают червивые, практически никогда. Их очень удобно перевозить в корзинке, в мешках, в пакетах. Они практически не мнутся. Вот такое великолепие. А какие прекрасные, когда их пожаришь с картошечкой, со сметанкой, с лучком. Вот, друзья, самые лучшие грибы, лисички. И главное, что их не нужно собирать по одной. Они выскакивают целыми семьями. Вот еще один маховичочек. Вот еще один маховичочек, друзья. Вот такое великолепие. Джессика прекрасно понимает, что такое лисички, поэтому крутится рядом, молодец, не отходит, все время охраняет. Очень умная собака. Вот, друзья, красавица, требует полизушку. Достань из Отстань! пакетика мне хлебушка. Не дам Вот достань полизушки! мне Отстань! хлебушка. Это я лисичек нашла. Это я тебя сюда привела. А ты, жадина, мне хлебушка не даешь. Пора уже дать мне полизушку. Вот, друзья, еще один грибочек. Смотрите, подосиновичек. Все-таки конец
августа, но грибы еще есть. Но совсем недавно, еще 5 дней назад, их здесь было очень много, а сейчас, поглядите, очень мало. Вот, друзья, еще один маховичочек. Вот такой вот красавец. Не знаю, хороший или нет. Ну, возьмем. Постепенно наполняется моя корзиночка. Да, друзья, вот такая вот прелесть. Вот такая вот прелесть в ельничке селигерском. Гляньте, грибочки есть, растут. Вот какой красавец. Вот смотрите, вот какой. Ну, не знаю, вроде бы переросший. Сейчас погляжу. Друзья, все приходится брать, потому что больше, наверное, грибов мы в этом году не увидим. И могу сказать вам точно, что да, это был мой крайний поход за грибами. Все, потому что белые грибы закончились и пошли опята. Вот, гляньте на дереве, какая прелесть. Между прочим, по своим качествам не уступают белым. Вон, выскочили опята на деревьях везде. А вот тут вот какая красивая кучка, вы поглядите, друзья. Но раскрывшиеся, а я раскрывшиеся не собираю. Вот она, моя любимая дорога. А мы, друзья, продолжаем собирать лисички друг за дружкой. Вот прелесть какая. И здесь тоже есть. Джессика ходит рядом, сидит на солнечном месте и наслаждается теплом августа. Вот еще одна поляночка небольшая. Здесь, друзья, нас встречают маховички, любимые мои грибы, которые очень прекрасны в засолке. Вы, друзья, наверное, не пробовали, но попробуйте замариновать маховички с лисичками. Вы что? Великолепно! Отличная еда. Вот лес селигерский, елки, поваленные деревья, и среди них растут вот такие вот красавцы белые. Не все грибы еще пропали, еще есть. Но, друзья, практически каждый гриб – это километр. Если раньше через метр, то сейчас гриб-километр. Вот такие вот дела. Нет дождей, засуха на Селигере, и она продолжалась практически до середины октября. А, как понимаете, уже в октябре в начале редко встречаются белые грибы. Так что, друзья, ходим, наслаждаемся, собираем грибы, пока есть возможность и пока позволяют домашние дела. Ведь дома тоже огород. Дома тоже огород. Смотрите, какой прекрасный белый, друзья. Ох, отличный, великолепный. Гляньте, какая прелесть. Чистенький. То, что нужно, друзья. То, что нужно. Вот зря я ножку-то выкинул. Надо ножку тоже почистить. А из нее можно и полсупа сварить. Вот так вот. Сейчас ничего не выкидываем. Почистим и положим в корзиночку, друзья. Вот так вот. Все берем с собой. Все берем с собой и продолжаем собирать грибы, пока есть такая возможность, пока вот такой прекрасный, солнечный, тихий день на Селигере, и еще тепло, около 20 градусов. И здесь в поваленных деревьях встречаются вот такие вот грибы. Вот такая вот прелесть, друзья, вот такая вот прелесть. Да, друзья, Селигер еще нас радует теплой погодой, еще раз радует вот такими сборами грибов. Да, великолепно, великолепно. Мошка крутится рядом с нами. Вот грибочек под пнем спрятался, но мы все равно его нашли и кладем в корзиночку. А вот здесь вот под кочкой спрятался, но мы его не берем, он уже плохой. Да, друзья, Селигерский лес, и этот, друзья, не берем. И этот, друзья, уже перерос. Да, мелкая травка, елочки, очень просторное место для солнца. И здесь вот в таких вот местах растут вот такие великолепные грибы. Вот этот грибочек возьмем, друзья. Великолепное место, маховичочек,
отличный, смотрите, вот какой. Вот какой. Я уже дно у корзинки закрыл. Так, великолепно, великолепно. Среди небольших поваренных деревьев растут маховички. Да, отличный сбор, отличный. Да, вот еще маховичочек, но мы его не берем. Да, друзья, здесь надо посмотреть. Вот если рядом растут вот такие хорошие грибы, может быть, где-то еще есть. Вы гляньте, какой красавец, а? Вы гляньте, друзья, какой красавец, а? Ох, беленький, а? Последние белые грибы, крайние грибы на Селигере. И как красиво они смотрятся в корзинке с лисичками. Да, Джессика легла около дерева. Нашла! Нашла я тебе грибы! Вон, смотри, сколько! Целое дерево! Ну, конечно, переросли, я и с опятами опоздал. Да, пока я собирал белые грибы, где-то были и опята. Но все-таки грибы белые это лучше, поэтому я опоздал с опятами. Но как хорошо смотреть на них. Какое наслаждение, друзья, любоваться на Джессику и на опята. Что может быть лучше, друзья? Вот, посмотрите, если никто не собирал из вас опята, друзья, то вот, глядите, в каких местах они растут. Они растут на осинках, они растут на березах. Есть еще еловые опята на толстой ноге и на березовой. Они тоже, друзья, на толстой ноге. И лучше брать не раскрывшиеся. И по своему качеству они соответствуют белым грибам. Вот грибы на деревьях. Что может быть лучше, друзья? Что может быть лучше, когда грибы растут на деревьях? А почему, вы скажете? А потому что наклоняться не надо. Прям берешь ножичком, таким длинным ножом, с широким длинным лезвием и режешь, а внизу подставил корзинку или пленочку можно расстелить. А вот пленочку расстелил и режешь, потом пленочку собрал, и все это в корзиночку. Зато как быстро корзинка наполняется. Я помню, друзья, когда были времена, и я вытаскивал из лесу по 12 ведер опят. Клал в такой огромный рюкзак «Алтай», заплечный, который на 60 литров. Вот. И вот туда набивал этих опят. Уже с 10-го ведра практически они едва вмещались. Но пока ты идешь по лесу, они утрамбовываются, и 12 ведер влезало. Конечно, тащить тяжело, друзья, очень тяжело. Иногда лямки рвались. Но главное, чтобы в этот рюкзак положить вниз большую канистру. Литров так на 40, вот такие здоровые есть, или маленькие бочки, которые влезают. И тогда вообще очень удобно. Лучше, конечно, плоскую, чтобы по спине она была. Вот какое великолепие, друзья. Селигерские опята. Белые грибы закончились, и пошли опята. Вот ходим по лесу и наслаждаемся грибами. Джессика своим рыжим хвостом хочет сбить их. Вот великолепно. Вот, друзья, и здесь вот на дереве, смотрите, какая прелесть выскочила. Вы гляньте, селигерские опята, наслаждение. Там где-то вдалеке бродит Джессика и тоже ищет грибы. Вот нашла, видите? А это еще молодые, может быть, выскочат на недельки. Вы гляньте, друзья, молоденькие совсем, едва только выскочили. Вот здесь вот на дереве, смотрите, какая прелесть. Ах, как красиво смотрится Джессика рядом с опятами. Актриса, актриса Большого Селигерского театра. Вы гляньте, ушки топориком, влево посмотрит, вправо. Где там еще опята растут? Вот здесь вот опята растут.
И здесь вот, друзья, опята растут. Везде растут опята. На каждом шагу. Вы гляньте. Вот, Джессика молодец. Нашла опят. Нашла.